Житие святого праведного Иосифа Прекрасного. Прекрасный и душой, и телом, блаженный Иосиф был сыном ветхозаветного патриарха Иакова, внуком Исаака и правнуком Авраама. Он родился от второй жены Иакова Рахили, которая была неплодной до тех пор, пока Бог не услышал ее и не открыл ее чрево для рождения детей. Первым Рахиль родила отрока Иосифа, который у Иакова был 11-м сыном. Вторым сыном Рахили был Вениамин, 12-й сын Израилев. По рождении Вениамина Рахиль умерла и была погребена в Ефрафе, то есть в Вифлееме. Сыновья Рахили, Иосиф и Вениамин, были очень дороги Иакову, потому что Бог послал их ему на склоне его дней, и притом они напоминали ему возлюбленную его супругу Рахиль, смерть которой очень огорчила его. Иаков так сильно любил ее, что ради нее в течение 14 лет работал у тестя своего Лавана. К тому же оба сына Рахили были добронравными, целомудренными и достойными любви, в особенности же блаженный Иосиф, в котором с юных лет поселилась благодать Святого Духа. Когда Иосифу исполнилось 17 лет, он стал пасти стада своего отца вместе с братьями, рожденными от других матерей. Видя греховные дела своих братьев, Иосиф гнушался принимать в них участие. Напротив, любя своих братьев и желая спасти их души, Иосиф о некоторых их беззакониях доводил до сведения отца своего Иакова, чтобы тот отечески наказал их и таким образом отвлек от своего дома гнев Божий. Иаков, видя в Иосифе такой разум, соединенный с целомудрием и страхом перед Богом, полюбил его еще более и сшил ему разноцветную одежду. Братья же сильно возненавидели Иосифа. Одни за то, что он не принимал участия в их греховных делах и давал знать о них отцу, другие за то, что отец любил его больше, чем их. Они не могли дружелюбно разговаривать с Иосифом, взводили на него злые обвинения и клеветали отцу. Однако Иаков, хорошо зная невинность Иосифа, не верил им. В то время Святой Дух, живший в Иосифе, в сновидениях начал открывать ему, как пророку, все, что касалось будущей его жизни. Ничего не скрывая, Иосиф рассказывал об этом отцу и братьям. «Выслушайте, — сказал он однажды, — сон, который я видел. Мне снилось, что посреди поля мы вяжем снопы. Мой сноп встал прямо. Ваши же снопы, стоящие кругом, поклонились моему снопу». На это братья сказали ему: «Неужели ты будешь царствовать над нами и владеть нами?» И стали они еще более ненавидеть его за такой сон. Потом Иосиф увидел другой сон и тоже рассказал его отцу и братьям. «Я видел, — сказал он, — как солнце, месяц и 11 звезд поклонились мне». Услышав это, отец побранил Иосифа со словами: «Что означает этот сон? Неужели я и мать твоя, мачеха Лия, с твоими братьями придем и поклонимся тебе до земли?» Отец побранил его для виду. Этим он хотел спасти сына от еще большего гнева его братьев. В действительности же сон этот глубоко запал в душу Иакова. Он думал про себя: что это может быть? Мне кажется, что Господь на сем добродетельном отроке хочет удивить всех своей милостью. И в душе он радовался этому. Братья же еще сильнее возненавидели Иосифа и задумали причинить ему зло. Как-то раз, когда братья пасли овец в Сихеме, Иосиф с отцом находился в долине Хеврона. Чадолюбивый отец, заботясь о сыновьях, бывших в Сихеме, сказал возлюбленному сыну своему Иосифу: «Пойди, дитя, к своим братьям, посмотри, здоровы ли они и целы ли стада, и поскорее возвратись ко мне». Исполняя приказание, Иосиф отправился к братьям, чтобы передать им приветствие отца, а Вениамин, будучи еще малым отроком, остался с отцом.
Иосиф блуждал по Сихемской пустыне и никак не мог найти своих братьев. Он уже стал беспокоиться о судьбе их, как встретился ему какой-то человек, который спросил его: «Чего ищешь, юноша?» Он отвечал: «Я ищу своих братьев. Скажи мне, если знаешь, где они пасут стада». Тогда этот человек сказал ему: «Они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили: пойдем в Дофаим». И он показал Иосифу путь. Иосиф пошел вслед за своими братьями и нашел их в Дофаиме. Когда он издалека увидел их, то сильно им обрадовался, потому что любил их. Те тоже увидели его издалека, и не успел он приблизиться к ним, как они уже разъярились на него, как дикие звери, и стали советоваться о том, как бы убить его. Они сказали друг другу: «Вот идет тот сновидец. Давайте теперь убьем его и сбросим в ров. После же скажем, что зверь съел его. Посмотрим тогда, как сбудутся его сны». Самый старший брат Рувим слышал это и, желая спасти Иосифа от убийственных рук братьев, сказал им: «Не убивайте его, не проливайте крови брата вашего. Лучше бросьте его в тот ров, который находится в пустыне. Пусть умрет он там в одиночестве, но вы не налагайте на него рук своих». Этим Рувим думал спасти невинного юношу от смерти. Он хотел тайно вытащить его из рва и отпустить к отцу. Кроткий, как овца, Иосиф ничего не знал о злобе своих братьев. Он подошел к ним и дружески поцеловал их, приветствуя от имени отца. Братья же, как звери, накинулись на него и стащили бывшую на нем разноцветную одежду. Они скрежетали на него зубами, как бы желая съесть его живым. Они били Иосифа кулаками и причиняли ему всякие обиды. В этой злобе братья казались ему свирепыми и беспощадными. Иосиф уж не надеялся на то, чтобы кто-нибудь заступился за него, поэтому он возвысил голос и со слезами и рыданиями начал умолять братьев о пощаде. «За что вы гневаетесь? Я прошу вас несколько освободить меня и выслушать мою просьбу, братья. Вы сами знаете, что отец каждый день плачет о кончине моей матери. Неужели же вы решитесь нанести ему новую рану, когда старая еще не зажила? Я умоляю вас, не разлучайте меня с отцом, иначе с горя он сойдет в могилу. Я заклинаю вас, Богом отцов наших, Авраама, Исаака и Иакова, Богом, который повелел Аврааму уйти из земли и дома отца своего и поселиться в земле обетованной, Богом, который обещал сделать потомство Авраама таким же бесчисленным, как звезды на небе или песок на берегу моря. Я заклинаю вас Вышним Богом, даровавшим Аврааму силу воли при жертвоприношении сына его Исаака и пославшим агнца для заклания его вместо сына. Я заклинаю вас святым Богом, который благословил отца нашего Иакова устами Исаака, отца его, и который не покидал Иакова и в Харане, что в Месопотамии, откуда вышел Авраам. Здесь Бог избавил Иакова от несчастья. Всем этим я заклинаю вас и прошу не разлучать меня с Иаковом, как смерть разлучила его с Рахилью. Иначе Иаков будет плакать обо мне так же, как плачет о Рахиле, и закроются глаза его, не дождавшись моего возвращения. Сжальтесь надо мной, отпустите меня к отцу». Так Иосиф умолял братьев Богом отцов своих. Жестокие братья нисколько не смилостивились над ним, и, не боясь Бога, повлекли Иосифа в ров. Он хватал их за ноги, плакал и говорил: «Братья, простите меня!» Они бросили его в ров. Этот ров когда-то был глубоким и темным колодцем, который впоследствии высох. Сидя в этом рву, Иосиф плакал горькими слезами и призывал к себе отца: «Посмотри, отец, что стало с твоим сыном. Меня, как мертвого, бросили в ров. Ты ждешь моего возвращения, а я, как разбойник, лежу теперь во рву. Ты сам, отец, сказал мне: иди посмотри братьев твоих и стада, и поскорее возвратись ко мне. Братья же обошлись со мной, как свирепые волки, и с гневом разлучили меня с тобой. Добрый отец, ты не можешь уже видеть меня и слышать мой голос. Я же не могу быть утешением твоей старости.
я не увижу больше твоих седин, ибо меня погребли, и притом хуже, чем мертвеца. Плачь, отец, о твоем ребенке, как твой ребенок плачет о тебе, отце своем. Ведь меня разлучили с тобой в таких молодых летах. Кто бы мне дал голубку, владеющую человеческой речью, чтобы она полетела и рассказала тебе о моем горе? Нет у меня больше слез, и от стонов я потерял уже голос. Нет ничего, что могло бы помочь моему горю. О, земля, земля! Ты, как говорят наши отцы, обратилась к Богу с заступничеством за несправедливо убитого Авеля. Яко же и земля возопи за кровь праведного. Обратись же теперь за меня к отцу моему Иакову, расскажи ему все, что сделали со мной мои братья». Так Иосиф до изнеможения рыдал во рву, и некому было его утешить. А жестокие братья, бросив Иосифа в ров, с радостью стали есть и пить. Они так весело и торжественно возлежали, как будто победили неприятеля или захватили город. Во время этого веселья они заметили приближающихся к ним измаильтянских купцов, едущих из Галаада в Египет. С купцами шли верблюды, несшие на себе фимиам, ладан и другие ароматы. Тогда Иуда, четвертый сын Иакова, сказал своим братьям: «Что польза, если мы убьем брата и скроем его кровь? Лучше продать его этим измаильтянам. Пусть они заведут его подальше. Иосиф умрет в чужой стране, и мы не будем убийцами нашего единокровного брата». Остальные братья согласились с Иудой. Они пошли и вытащили Иосифа из рва. Прошедшие мимо измаильтяне дали за Иосифа 30 золотых монет. Во время этой продажи Рувима не было, он куда-то уходил. По возвращении Рувим пошел к рву, но не нашел там Иосифа. Тогда он разодрал на себе одежды, возвратился к братьям и сказал: «Во рву нет отрока. Куда я денусь? Как я перенесу рыдание по нем отца нашего?» Рувиму жалко было Иосифа. Купцы, взявшие Иосифа, дошли в своем пути до того места в Ефрафе, где находилась могила Рахили. Здесь она умерла, когда Иаков возвращался из Месопотамии. Как только Иосиф увидел могилу матери своей Рахили, он тотчас же побежал и припал к ней. Затем громко и с горькими слезами он проговорил: «Рахиль, мать моя, встань из земли и посмотри на Иосифа, которого ты любила. Посмотри, что сталось со мной. Вот, иноплеменники уводят меня в Египет. К ним в рабство продали меня братья, и притом продали нагим, как злодея. Иаков не знает того, что меня продали. Открой мне гроб свой, мать моя, и прими меня к себе. Пусть гроб твой будет одним смертным ложем для нас обоих. О, Рахиль, возьми сына своего, чтобы на чужой стороне он не ждал уже смерти. Рахиль, возьми меня к себе. Разлука моя с Иаковом была так же неожиданна, как и разлука с тобой, мать моя. Пусть дойдут до слуха твоего рыдания и терзания моего сердца, чтобы ты взяла меня в гроб свой. Я не могу уже больше плакать. Нет слез, и душа моя изнемогла от плача и рыданий. О, Рахиль, Рахиль, неужели ты не услышишь просьбы сына твоего Иосифа? Твоего сына силой уводят от тебя, а ты не хочешь удержать его. Я призывал Иакова, он не услышал моего голоса. Теперь я призываю тебя, и ты не хочешь услышать меня. Пусть умру я здесь над гробом твоим, но не пойду, как злодей, в чужую землю». Когда измаильтяне, купившие Иосифа, увидели, как он припал к могиле, они сказали друг другу: «Этот юноша при помощи колдовства хочет убежать от нас. Давайте свяжем его покрепче, чтобы он не причинил нам какой-нибудь неприятности». Подойдя к нему, они злобно проговорили: «Встань, довольно колдовать, а не то мы убьем тебя на этой могиле. Мы не хотим терять деньги, заплаченные за тебя». Когда же Иосиф встал, то измаильтяне увидели, что все лицо его опухло от горьких слез, и каждый из них участливо начал расспрашивать его.
отчего ты так горько заплакал, как увидел эту могилу? Не бойся и скажи нам, кто ты такой и за что тебя продали? Пастухи, которые продали тебя, сказали нам, смотрите за ним, чтобы дорогой он не убежал от вас. Если же убежит, то это не наша вина, мы предупредили вас. Скажи же нам правду, чей ты раб? Тех ли пастухов или кого-нибудь другого? И объясни, почему ты с такой любовью припал к этой могиле? Мы твои господа, потому что мы купили тебя. Как раб ты все расскажи нам. Если же что-нибудь от нас утаишь, то кому же другому ты можешь поведать свое горе? Ведь ты раб наш. Те пастухи сказали нам, что ты можешь убежать от нас. Это беспокоит нас. Успокойся же и откровенно скажи нам, кто ты такой. Ты нам кажешься господином, и мы хотим видеть в тебе не раба, а нашего любимого брата. Твоя прекрасная внешность и твой склад ума показывают нам, что ты достоин предстать пред царем и пользоваться почетом наряду с другими вельможами. Все твои совершенства говорят, что ты достигнешь большой власти. Будь же нам другом и там, куда мы приведем тебя. Кто может не полюбить такого умного, благородного и прекрасного юношу? Вздохнув, Иосиф отвечал им: «Хотя меня и продали вам, но я не был ни рабом, ни вором, ни чародеем, и вообще не совершил никакого преступления. Я любимый сын отца моего, и был любимым сыном матери, когда она была еще жива. Те пастухи — мои братья. К ним послал отец справиться об их здоровье. Они долго не возвращались с гор, оттого чадолюбивый отец, беспокоясь, послал меня проведать их. Они же схватили меня и продали вам в рабство. Братья мои не могли смотреть без зависти на любовь ко мне отца моего, и это было причиной того, что они разлучили меня с ним. Находящийся же здесь гроб есть гроб моей матери. Когда отец мой Иаков переселялся из Харрана на то место, где он жил раньше, то моя мать умерла здесь и была погребена в этой могиле». Услышав это, измаильтяне с сочувствием сказали: «Не бойся, юноша. Великий почет ожидает тебя в Египте. Твоя внешность служит доказательством твоего благородства. Ты не печалься, напротив, будь доволен, что ты далеко теперь от твоих завистливых братьев, которые без причины ненавидели тебя». Братья же Иосифа, когда продали его, привели козла, закололи его и выморали кровью одежду Иосифа, которую и послали отцу Иакова с такими словами: «Эту одежду мы нашли лежащей в горах и признали в ней одежду нашего брата Иосифа, что всех нас опечалило. Мы не нашли самого Иосифа и послали к тебе его разноцветную одежду. Посмотри, твоего ли она сына или нет. Мы все признали, что это одежда Иосифа». Узнав одежду своего сына, Иаков с плачем и горьким рыданием сказал: «Это одежда моего сына. Хищный зверь съел его». И разодрал Иаков свои одежды. Надев на себя рубище, он с рыданием произнес: «Зачем не я был съеден вместо тебя, сын мой? Зачем не меня встретил тот зверь, чтобы насытиться мною, а тебя оставить в целости? Зачем не меня растерзал тот зверь? О, зачем же не я был его пищей? Горе мне, горе! Мое сердце сильно скорбит по Иосифе. Горе мне, горе мне! Где убит мой сын, чтобы я мог пойти и растерзать свои седины над красотой его? Я не хочу больше жить без Иосифа. Дитя, я виновник твоей смерти. Я убил тебя, послав в пустыню проведать братьев твоих из стада. О, дитя, я буду плакать и горевать до тех пор, пока не сойду в преисподнюю. Вместо мертвого тела твоего я со слезами кладу перед собой одежду твою. Но она приводит меня в уныние еще по другой причине. Вся она цела, и я думаю, что не зверь съел тело твое, а человеческие руки схватили и убили тебя. Если бы тебя действительно съел зверь, как говорили братья твои, то платье твое было бы разодрано на части, потому что зверь не станет раньше стаскивать одежду, а уж потом поедать тело. Если же он сперва стащил платье, а уж после съел тебя, то платье не было бы замарано кровью. На этом платье нет следов ни от когтей, ни от зубов. Откуда же тогда кровь на нем?
Если бы в пустыне были одни только звери и не было разбойников, я горевал бы о том, что тебя съели звери, и не мог бы предполагать того, что разбойники убили тебя. Я унываю об Иосифе, и его одежда приводит меня еще в другое, не меньшее уныние. Итак, у меня два несчастья. С плачем я буду думать о том, каким образом была снята его одежда, и о том, каким образом было убито или съедено его тело. Я умру, Иосиф, мой свет и подпора, и одежда твоя пусть сойдет в преисподнюю вместе со мной. Без тебя, Иосиф, я не хочу видеть этот свет». И много дней Иаков оплакивал Иосифа. Все сыновья и дочери Иакова собрались вместе утешать его, но он не хотел утешиться и сказал: «С печалью я сойду в преисподнюю к сыну моему». Тем временем измаильтяне поспешно вели Иосифа в Египет, надеясь получить за его красоту много золота от какого-либо вельможи. Когда они шли по египетскому городу, их встретил царедворец фараона Пентефрий. Он увидел Иосифа и обратился к измаильтянам с такими словами: «Купцы, скажите мне, откуда у вас этот юноша? Он нисколько не похож на вас, потому что среди вас, измаильтян, нельзя найти такого красивого юношу». Они ему отвечали: «Этот отрок очень умен и принадлежит к знатному роду». Пентефрий охотно купил у них Иосифа и заплатил столько, сколько им было угодно. Царедворец ввел его в свой дом и всячески старался узнать его прежнюю жизнь. Потомок праведных Авраама, Исаака и Иакова жил у Пентефрия в добродетели и большой кротости, и Господь был с ним. Иосиф вел честную и непорочную жизнь. По лицу и словам его было видно, что он целомудрен и боится Бога. Он никогда не забывал всевидящего Бога отцов своих, который избавил его от смерти во рву и от ненавистных братьев. Иосиф горевал только об отце своем Иакове. Живя у Пентефрия, Иосиф снискал к себе его благоволение и понравился ему. Пентефрий, видя, что с Иосифом находится Господь, который успешно устраивает все в его руках, поставил его начальником над всем домом и отдал в его руки все имущество, имение, села, рабов и домашнее хозяйство. Сам Пентефрий при Иосифе не знал ни о чем, кроме той пищи, которую ел за своим столом. Он ясно видел, что Иосиф честен, и что имущество в руках его растет все больше и больше. Ради Иосифа Бог благословил дом египтянина. Все рабы и рабыни были очень довольны Иосифом, потому что при нем им жилось хорошо и вполне безбедно, во всяком довольстве. Иосиф имел хорошую внешность и красивое лицо. Супруга Пентефрия была поражена красотой его, и сердце ее загорелось к нему сатанинской любовью. Она всячески старалась соблазнить невинного Иосифа и сильно желала побыть с ним. Чтобы прельстить Иосифа, жена Пентефрия прибегала ко многим хитростям. Каждый час переменяла одежды, умывала и намазывала лицо и навешивала на шею ожерелье. Кроме того, она обольщала праведную душу Иосифа разными телодвижениями, мерзким смехом и прелюбодейными словами. Но всеми этими хитростями она губила только себя. Иосиф не смотрел на ее украшения и не думал грешить с ней. Мысль о Боге и страх перед Ним защищали его от всяких искушений. Когда же жена Пентефрия увидела, что все ее украшения не действуют, она еще больше воспылала огнем прелюбодеяния и не знала, чем бы ей еще подействовать на целомудренного юношу. После она еще раз задумала совратить его на грех своими бесстыдными словами. Змеиный яд, находящийся в ней, открыл ее уста, и она сказала Иосифу: «Побудь со мной и ничего не бойся. Напротив, будь посмелей со мной, чтобы я могла насладиться твоей красотой, а ты моей добротой. Ты никого не бойся, потому что все слуги подчинены нам, и ты владеешь всем домом. Никто не войдет к нам и не узнает ни о наших разговорах,
не о наших отношениях. Если ты потому не соглашаешься на мои предложения, что боишься мужа, то я могу отравить его». Невинный же юноша продолжал сохранять себя от порока. Его тело и душа были непобедимы. Иосиф не погиб в этой буре. Боясь Бога, он отверг все предложения госпожи своей. Оставаясь целомудренным, он ответил ей так: «Госпожа моя, я не могу согрешить с тобой, ибо боюсь Бога. Мой господин поручил мне все, как домашнее, так и сельское хозяйство, и нет ничего, на что не простиралась бы моя власть, разве только кроме тебя, госпожа моя. Грешно же мне отвергать такую любовь господина моего и заниматься в дому его столь недостойными делами. Этим я прогневаю Бога, которому известны все человеческие тайны». Вот такими и им подобными словами Иосиф наставлял госпожу свою. Змея же эта ничего не хотела слушать и еще больше возбуждалась сладострастием. Желая принудить Иосифа к греху, она искала только на то удобный час и случай. Иосиф, видя, как госпожа хочет прельстить его, часто обращался с молитвой к Богу отцов своих, говоря: «Бог отцов моих, Авраама, Исаака и Иакова, избавь меня от этого несчастья. Ты сам видишь, Господи, как эта сумасшедшая женщина незаметно хочет погубить меня своим злодеянием. Ты, владыка, избавил меня от убийственных рук моих братьев. Теперь избавь меня от этого хищного зверя, иначе я буду отчужден от отцов моих, которые так сильно возлюбили Тебя, Господи». В молитве Иосиф обращался также и к Иакову. «Отец мой Иаков, помолись за меня Богу, помолись за меня, потому что враг хочет разлучить меня с Богом. Греховная смерть от женщины еще ужаснее смерти от рук братьев. Та смерть хотела уничтожить тело мое, это же душу мою хочет разлучить с Богом. Отец, благодаря Твоим молитвам к Богу я избавился от смерти во рву. Теперь еще помолись пред Всевышним об избавлении меня от греховного рва, куда толкает меня эта женщина, не имеющая ни стыда, ни страха перед Богом. Когда я пришел к моим братьям, они зверски поступили со мной, и как свирепые волки разлучили меня с Тобой. Здесь же меня встретил еще более свирепый зверь. Помолись же, преподобный, за меня, сына Твоего Иосифа, чтобы мне не умереть душой перед Богом нашим». Иосиф оставался непобедимым, а госпожа его продолжала искать удобного случая, чтобы привлечь его к себе. Случилось в один день, что Иосиф по какому-то делу вошел в дом. Никого из домашних в нем не было. Вдруг Иосифа схватила госпожа и повлекла на постель. Обнажившись, она стала принуждать его к прелюбодеянию. Целомудренный и святой юноша, видя ее наглость, отвернулся от наготы ее и, вырвавшись силой, выбежал вон. Верхняя одежда его осталась в руках госпожи. Так Иосиф порвал все сети дьявола. Орел, когда увидит охотника, взлетает еще выше. Так поступил и Иосиф. Он убежал от женщины, потому что не хотел, чтобы ее сети вовлекли его во грех. Жена же Пентефрия, видя, что Иосиф избежал ее рук, сильно испугалась. Ею овладел великий страх. К тому же ей стало стыдно. Она стала придумывать, как бы получше оклеветать юношу, чтобы муж рассердился на него и из ревности убил его. Она подумала: лучше будет, если Иосиф умрет. Его смерть облегчит меня. Я не могу видеть такой красоты без того, чтобы не насладиться ею. Меня же он только презирает. После того она громко призвала рабов и рабынь и сказала им: «Посмотрите, что сделал со мной этот раб-еврей. Мой муж дал ему власть над всем домом. Он же самым бесстыдным образом захотел изнасиловать меня. Ему мало владеть домом.
он пожелал и меня отнять от мужа моего. Он пришел ко мне и сказал: «Ложись со мной». На это я, как вы сами слышали, громко закричала. Иосиф испугался этого крика и убежал вон, оставив одежду свою у меня. Все слушающие удивлялись происшедшему, потому что никто из них не ожидал, что Иосиф был настолько наглым. Когда Пентефрий явился из царских палат, супруга его взяла Иосифову одежду и показала ему. Затем, как целомудренная, она начала жаловаться на Иосифа и сказала: «Ты привел этого еврея для того, чтобы он надругался над нами. Неужели ты научил его так оскорбить и обидеть меня? Он нашел в доме меня одну и хотел изнасиловать меня. Если бы я не закричала, а домашние не подоспели на мой крик, то он совершил бы насилие, ибо я, слабая, не могла бы вырваться из рук его, более сильного. Когда он услышал, что я закричала и что на мой крик бегут домашние, он убежал из дому, оставив у меня свою одежду». Пентефрий тотчас же поверил этим ложным словам и сильно разгневался на Иосифа. Он приказал сковать Иосифа и отправить в тюрьму. Пентефрий забыл про то благоустроение в домашнем и сельском хозяйстве, которое Бог послал ради Иосифа. Не проверив слов жены своей, Пентефрий осудил невинного Иосифа. Бог же Авраама, Исаака и Иакова, испытывающий сердца людей, не покидал Иосифа и не оставлял его своей милостью. Иосиф снискал благоволение начальника тюрьмы и жил как на воле. Господь Бог не оставляет боящихся его. И жил Иосиф у начальника тюрьмы так же, как и у Пентефрия. Видя Иосифа во всем себе верным, начальник сделал его смотрителем над всей тюрьмой. Как-то раз после этого 2 царедворца фараона египетского, главный хлебодарь и главный виночерпий, провинились перед своим господином. Фараон разгневался и посадил их в ту же тюрьму, куда был посажен и Иосиф. Прошло несколько дней, как они жили в тюрьме. Иосиф во всем помогал им, потому что они были честными людьми. Вот однажды каждому из них в одну и ту же ночь приснился сон, предзнаменовавший близкое будущее. Иосиф по обычаю пришел к ним поутру и нашел их смущенными и печальными. Он спросил их: «Отчего сегодня у вас печальные лица?» Они сказали ему: «В эту ночь каждый из нас видел сон, и мы потому печальны, что некому истолковать их». Тогда Иосиф сказал им: «Один Бог, как всеведущий, может, если захочет, открыть значение сна людям, боящимся его. Расскажите каждый свой сон. Бог откроет вам через меня их значение». Главный виночерпий рассказал ему такой сон. «Я видел перед собой виноградник, а в нем виноградную лозу. На лозе выросли 3 молодые ветви, которые дали зрелые ягоды. У меня в руках была чаша фараона, я взял и подал ее в руки фараона». На это Иосиф ответил ему: «Вот что значит твой сон. 3 ветви — это 3 дня. Через 3 дня фараон вспомнит о тебе, смилуется над тобой и, освободив отсюда, снова назначит тебя на прежнюю должность. Тогда, как и прежде, ты подашь чашу фараону. Вспомни же обо мне, господин мой, когда тебе будет хорошо, и окажи мне благодеяние. Я прошу упомянуть про меня фараону и освободить меня отсюда. Ведь меня украли из земли еврейской. В нашей же стороне я тоже не совершал никакого преступления, и если меня посадили в тюрьму, то только по злобе». Когда главный хлебодарь увидел, что Иосиф так хорошо истолковал сон его другу, он сказал Иосифу: «Я также видел сон. Мне снилось, что на голове у меня находятся 3 корзины со всякой пищей. Прилетали птицы и клевали пищу с головы моей». Иосиф ответил ему: «Вот что значит твой сон. 3 корзины — это 3 дня. Через 3 дня фараон снимет с тебя голову и повесит тебя на дереве, и птицы будут клевать тело твое. На 3-й день, день своего рождения,
фараон устроил пир для всех вельмож своих и слуг. На этом пиру он вспомнил про главного виночерпия и главного хлебодара и приказал привести их обоих. Расследовав их дело, фараон велел главного хлебодара повесить, а главного виночерпия возвратить на прежнюю должность. Этот же виночерпий совершенно забыл про Иосифа и не упомянул о нем фараону. 2 года спустя фараону приснился удивительный сон. Он видел, будто стоит у реки, и вот из нее вышли 7 сытых коров, хороших на вид и тучных телом. Эти коровы стали пастись на речном берегу. После них из реки вышли 7 других коров, худых на вид и тощих телом. Они стали пастись подле первых. Вдруг эти 7 худых коров пожрали 7 других, тучных. Несмотря на это, они не насытились и остались такими же худыми, какими и были. На этом фараон проснулся. Уснув снова, он увидел другой сон. На одном стебле поднялись 7 полных и хороших колосьев. После них выросли 7 других колосьев, тощих и иссушенных ветром. Эти тощие колосья пожрали 7 полных. Сон ужасно смутил проснувшегося фараона. Он призвал всех волхвов и мудрецов Египта и рассказал им сон. Ни один из них не мог растолковать этого сна. Разве могут служащие бесам волхвы понять непостижимые тайны небесного Бога? Этим фараон был сильно опечален. Тогда главный виночерпий вспомнил об Иосифе, растолковавшем ему сон в тюрьме, и сказал фараону: «Теперь только, господин мой, я вспомнил о своем грехе. Когда ты разгневался на нас, рабов твоих, и посадил меня и главного хлебодара в тюрьму, там каждый из нас в одну ночь увидел сон, касающийся его будущей жизни. Там же жил с нами молодой еврей, раб Пентефрия. Ему мы рассказали наши сны, и он истолковал их. Как он сказал, так и сбылось. Меня ты, царь, помиловал и назначил на прежнюю должность, его же приказал предать смерти». Услышав это, фараон обрадовался и приказал поспешно привести Иосифа из тюрьмы. Его остригли и переменили ему одежды, потому что как узник он очень оброс и одет был в рубище. Иосиф предстал перед фараоном и его вельможами. Фараон сказал ему: «Я слышал, что ты весьма мудр и смышлен, и умеешь толковать сны. Я видел сон, который никто не может объяснить мне. Объясни же ты его». Иосиф сказал: «Вышний Бог может, если захочет, открыть людям непостижимые тайны. Без Бога невозможно узнать ни о каком благом предзнаменовании». Тогда фараон при всех вельможах начал рассказывать Иосифу свой сон о тучных и худых коровах, о полных и тощих колосьях, о том, как худые пожрали тучных и тощие полных, о чем уже сказано выше. Иосиф, преисполненный пророческого духа, стал толковать сон и предсказывать будущее, как в течение 7 лет будет богатство и изобилие плодов по всей египетской земле, на что указывают 7 сытых коров и 7 полных колосьев. По истечении этих лет будет сильный голод, на что указывают худые коровы, съевшие тучных, и 7 тощих колосьев, которые пожрали полных и не насытились. Про прежнее изобилие везде забудется, и голод истощит всю землю. Земного плодородия не будет и в помине вследствие голода, который наступит через 7 лет, и этот голод будет очень тяжел. А что это сбудется непременно, видно из того, что Бог одно и то же открыл тебе, царь, в 2 снах, о коровах и колосьях. Теперь прими совет убогого раба твоего, выбери мудрого и разумного человека и поставь его начальником над всей египетской землей. В течение этих наступающих 7 плодородных лет нужно собирать 5-ю часть всех произведений египетской земли. Пшеницу и всякий хлеб нужно складывать в царские кладовые. Точно так же и по всем городам пусть собирают и хранят хлеб, чтобы запасти пищу на 7 лет голода,
иначе весь Египет погибнет от него». Фараон и его вельможи удивились пророческим словам Иосифа и мудрому совету его. И сказал фараон своим вельможам: «Можем ли мы найти такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?» Потом фараон обратился к Иосифу: «Так как все это Бог открыл тебе, то нет человека более разумного и мудрого, чем ты. В моем дворце и во всем моем царстве ты будешь первым после меня. Твоих приказаний будет слушаться вся египетская земля. Разве только престолом я буду выше тебя». Фараон снял с руки перстень и надел его на руку Иосифа. Потом он надел на Иосифа багряную одежду и повесил на шею его золотую цепь. При этом он сказал: «Сегодня я назначаю тебя вторым царем всего Египта. Без тебя я не подниму руки своей, и никто во всей египетской земле не осмелится что-либо сделать без твоего приказания». Фараон дал Иосифу египетское имя Псон-Фом-Фаних, то есть «Спаситель мира». По приказанию фараона Иосифа посадили на вторую из царских колесниц и повезли по городу, а глашатые кричали, что над Египтом поставлен второй царь. Все царские вельможи шли, окружая колесницу, и воздавали второму царю такие же почести, как и самому фараону. О, замечательная перемена, происшедшая в один час с праведным юношей благодаря покровительству Бога, который знает, как возвысить и прославить, чтобы посадить его с царями и вельможами. О, праведный суд Твой, Боже! Так, Господи, Ты очистил от клеветы невинного Иосифа. Так успокоил Ты оскорбленного сего праведника, и еще на этом свете воздал ему столь славную награду за чистоту его и терпение. Тем более воздашь Ты в будущей жизни святым угодникам Твоим. Когда вельможа Пентефрий, тот самый, который посадил в тюрьму Иосифа, узнал про чудесный случай, как Иосиф с великой славой воссел на колесницу фараона, он страшно испугался. Со страхом и трепетом он пришел домой и сказал жене своей: «О, жена, ты не знаешь, какое невероятное событие произошло в Египте. Для нас оно очень страшно. Наш раб Иосиф теперь стал господином не только над нами, но и над всей египетской землей. Прославляемый всеми, он восседает теперь на колеснице фараона. От страха и трепета я не мог показаться ему на глаза и незаметно ушел от вельмож». Узнав об этом, жена Пентефрия сказала своему мужу: «Ничего не бойся. Теперь я признаюсь тебе в своем грехе. Я безумно любила Иосифа. Все время я прихорашивалась и прельщала его, чтобы иметь возможность побыть с ним и насладиться красотой его. Но я не могла достигнуть этого. Ввиду того, что он не соглашался на мои предложения, я силой заставляла его лечь со мной. Целомудренный же Иосиф убежал от меня и оставил одежду свою, которую я и показала тебе. Я наклеветала на него, будто он хотел изнасиловать меня. Таким образом, выходит, что через меня он достиг царской власти и такой большой славы. Ведь если бы я не любила Иосифа, и он жил не в тюрьме, а у нас дома, то его добродетель и мудрость оставались бы под спудом и не были бы прославлены. Он должен быть доволен мной за то, что я явилась виновницей такой славы и почета. Не будем же бояться этого праведного и преподобного Иосифа. Он никому не рассказывал о случившемся между нами и, наверное, по своему незлобию простит нас. Пойдем и вместе с другими вельможами поклонимся ему». Они пошли и в смущении поклонились Иосифу. Тот нисколько не озлобился на них и никому не рассказал о том, что было между ними. Фараон женил Иосифа на Асинефе, дочери Пентефрия, но не того Пентефрия, у которого работал Иосиф, а другого. Тот был царедворцем, этот же жрецом в городе Илиополе, то есть солнечном городе. Иосифу было 30 лет, когда он начал царствовать в Египте. Согласно его пророчеству,
земля в течение 7 лет действительно приносила обильный урожай. В это время Иосиф проходил по всему Египту, собирал пшеницу и всякие земные плоды и складывал их по городам. Он скопил пшеницы так же много, как песку морского, так что потом не мог даже вымерить ее, ибо ее было без числа. Еще до наступления 7 лет голода у Иосифа от Осинефы родились 2 сына, первый по имени Манассия, второй — Ефрем. Но вот прошли 7 лет изобилия, и наступили 7 лет голода. День ото дня голод усиливался по всей стране. Во всей египетской земле нигде не стало хлеба, кроме царских хлебных запасов. Весь Египет почувствовал голод. Народ начал просить у фараона хлеба. Фараон отсылал их к Иосифу. Последний открыл царские житницы и стал продавать хлеб всем египтянам. И из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод захватил всю землю. Великий голод достиг также земли ханаанской, где жил Иаков. Старец и сыновья его стали изнемогать от голода. Узнав о том, что в Египте есть много хлеба, Иаков сказал сыновьям своим: «Что вы не позаботитесь? Вот я слышал, что в Египте продается много пшеницы. Идите туда и купите там немного хлеба, чтобы нам не умереть с голоду». 10 братьев Иосифа отправились в Египет. Самый младший брат Вениамин остался с отцом, потому что Иаков не пустил его в дорогу с братьями. Иаков сказал: «Еще случится с ним дорогой такая же беда, как и с его братом Иосифом». Сыны Израилевы пришли в Египет. Вместе с ними явилось много других пришельцев с той же целью купить пшеницы, которую продавал всем Иосиф, князь египетской земли. Братья подошли к Иосифу и поклонились ему до земли. Когда Иосиф увидел братьев своих, он тотчас же узнал их. Он сурово, как бы гневаясь, спросил их: «Откуда вы пришли?» Они отвечали: «Мы пришли из земли ханаанской купить хлеба». Иосиф вспомнил свои сны и увидел, что они начинают сбываться. Поэтому он прославлял Бога в сердце своем. Потом, как бы сердясь, он снова сказал им: «Вы шпионы, соглядатые, вы пришли высмотреть пути этой страны». Они же сказали: «Нет, господин, мы рабы твои, люди честные, и пришли купить пищи. Все мы дети одного человека, и вовсе не шпионы и не соглядатые». Иосиф сердитым голосом сказал им на это: «Нет, вы пришли высмотреть пути этой страны». Братья сильно испугались и в доказательство своей невинности стали говорить о доме своем и об отце. «В ханаанской земле у нас есть праведный отец. Раньше нас было 12 братьев, а теперь стало 11. Здесь нас 10 человек. Один из наших братьев, съеденный зверями, умер в пустыне. Отец до сих пор плачет о нем, потому что очень любил его. Другой брат, самый младший, остался дома утешать отца». Иосиф сказал им на это: «Вот я правду говорил, что вы шпионы и соглядатые, ибо вы сами себя выдаете. Клянусь жизнью фараона, что вы не уйдете отсюда, пока не придет сюда младший брат ваш. Пошлите одного из вас привести брата вашего, вы же будете задержаны. Тогда откроется, правду ли вы говорите или нет. Если вы не приведете сюда младшего брата, то вы действительно шпионы и соглядатые». Так Иосиф сказал им и отдал их под стражу на 3 дня. На 3-й день он привел их к себе и сказал: «Только из-за боязни Бога я не прибегаю к жестоким пыткам. Если вы действительно люди честные, а не шпионы соглядатые, и хотите остаться в живых, то вы должны сделать вот что. Один из вас пусть останется здесь, в тюрьме. Остальные отправляйтесь домой и захватите купленную пшеницу отцу вашему. Младшего же брата вашего, о котором вы говорите, приведите оттуда ко мне. Тогда оправдаются ваши слова. Если вы на это не согласитесь, то будете умерщвлены».
Они согласились на это и сказали друг другу по-еврейски: «Мы заслужили эту напасть. Мы наказываемся за грех против брата нашего, потому что оставили без внимания страдания души его, когда он умолял нас. Мы не слушали его. Зато и постигло нас это горе». Старейший брат Рувим сказал им: «Не говорил ли я вам тогда, не обижайте отрока? Вы не послушали меня. Теперь кровь его взыскивает с нас». Беседуя между собой, братья не знали, что Иосиф понимает их речь. Иосиф же отошел от них и прослезился. Потом, подойдя к ним, он приказал взять из среды их Симеона и связать его перед ним. Этот Симеон больше всех ненавидел Иосифа и больше всех показал свою злобу, когда Иосифа бросали в ров и продавали измаильтянам. Связанного Симеона Иосиф приказал посадить в тюрьму. Относительно прочих братьев он сделал распоряжение наполнить мешки их хлебом, тайно возвратить серебро в мешок каждого и дать им запасов на дорогу. После этого Иосиф отпустил своих братьев. Те положили хлеб на ослов своих и отправились в путь к земле ханаанской. Как-то раз они остановились на отдых. Один из братьев, желая дать корм своему ослу, открыл мешок и в отверстии его увидел свое серебро. Он сказал братьям: «Мне возвратили серебро. Оно нашлось в мешке моем». Братья были смущены этим и сказали друг другу: «Что это Бог сотворил нам?» Приехав к отцу, они рассказали ему о всем случившемся с ними в Египте. Высыпая пшеницу из мешка своего, каждый брат находил в нем и свое серебро. Это еще больше испугало их. Выслушав сыновей, отец печально сказал им: «Вы лишили меня детей. Иосифа нет, Симеона нет. Неужели вы хотите взять от меня и Вениамина? Все эти несчастья падают на мою голову». Рувим сказал отцу: «Убей обоих сыновей моих, если я не приведу его к тебе. Отпусти его на мои руки». Иаков отвечал: «Сын мой не пойдет с вами, потому что брат его умер, и он остался у меня один. Я боюсь, что на пути, когда он уйдет от меня, случится с ним такое же несчастье, как и с братом его Иосифом. Тогда вы сведете старость мою с печалью в могилу». Голод в ханаанской земле продолжал свирепствовать. Когда весь купленный в Египте хлеб был съеден, Иаков сказал сыновьям своим: «Пойдите опять в Египет, купите там немного хлеба, чтобы нам не умереть с голоду». На это Иуда сказал ему: «Господин той земли решительно объявил нам: не показывайтесь мне на лицо, если младшего брата вашего не будет с вами. Если пустишь с нами Вениамина, то мы пойдем в Египет и купим тебе хлеба. Если же не пустишь, то не пойдем. Тот господин сказал нам: вы не увидите меня, если младший брат ваш не придет с вами». Иаков сказал: «Зачем вы причинили мне зло, сказав египетскому господину, что имеете еще брата?» Сыновья отвечали ему: «Тот господин спрашивал нас о нашем роде, жив ли еще отец ваш, есть ли у вас брат?» Мы ответили ему на все вопросы. Могли ли мы знать, что он скажет: «Приведите брата вашего»? Потом Иуда снова обратился к отцу своему: «Отпусти отрока со мной, пусть пойдет он с нами. Тогда и ты, и мы, и весь род наш не умрет, но останемся живы. Я беру отрока на свое попечение, и из моих рук ты потребуешь его. Если я не приведу его к тебе и не поставлю его перед лицом твоим, то навсегда останусь виновным перед тобой. Если бы мы не промешкались из-за Вениамина, то уж дважды бы могли привезти хлеба из Египта». Иаков сказал сыновьям: «Если так, то делайте, как хотите. Возьмите с собой плодов нашей земли, как то бальзаму, меду, фимиаму, ладану, фисташков и других орехов, и отнесите в дар египетскому господину. Кроме того, возьмите с собой двойное количество серебра, чтобы возвратить то, которое нашли вы в мешках своих. Возьмите с собой Вениамина и отправляйтесь в путь. Пусть всемогущий Бог даст вам возможность
снискать благоволение того человека, чтобы он отпустил с вами и Симеона, и Вениамина. Я же, пока вы не возвратитесь, буду считать себя бездетным». Сыновья Иакова взяли с собой дары, двойное количество серебра и Вениамина, и пошли в Египет. Они предстали пред Иосифом. Когда Иосиф увидел с ними Вениамина, он сказал начальнику дома своего: «Введи этих людей в дом, потом заколи что-нибудь из скота и приготовь обед. В полдень я буду есть вместе с ними». Начальник исполнил приказание Иосифа и ввел братьев его в дом. Когда их ввели в дом Иосифа, они сказали друг другу: «Нас ввели сюда из-за серебра, которое возвратили нам в мешки наши, чтобы оклеветать нас и захватить в рабство». И сказали они начальнику дома: «Господин, послушай нас, мы умоляем тебя. Мы приходили уж сюда покупать пшеницу. Случилось так, что когда мы пришли на стоянку и открыли наши мешки, серебро каждого нашлось в мешке его. Мы не знаем, кто положил его туда. Теперь мы принесли двойное количество серебра, чтобы одну половину возвратить, как найденное в мешке, а другую заплатить за пшеницу». Начальник дома сказал им: «Будьте спокойны, не бойтесь. Это сокровище послал вам Бог ваш и Бог отца вашего». Затем начальник привел к ним Симеона и принес воды, чтобы они омыли свои ноги. Ослам их он дал корму. Братья приготовили дары и ждали прихода Иосифа, ибо слышали, что у него сготовлен для них обед. Когда Иосиф пришел в дом, братья поклонились ему до земли и поднесли привезенные из дому дары. Иосиф спросил их: «Здоровы ли вы и здоров ли старец, отец ваш, о котором вы говорили? Жив ли еще он?» Они отвечали: «Здоров раб твой, отец, жив еще». На это Иосиф сказал: «Человек тот благословен от Бога». Братья снова поклонились ему. Подняв глаза, Иосиф увидел единоутробного брата своего Вениамина и спросил: «Это тот самый ваш брат, о котором вы мне говорили?» Они отвечали: «Да, господин». Иосиф сказал Вениамину: «Да будет милость Божия на тебе, сын мой». При этом он взволновался. Он готов был заплакать. Поэтому он вышел во внутреннюю комнату и там заплакал, вспоминая об отце своем Иакове. Иосиф проговорил: «Добрый отец, счастливы те, кто постоянно живет с тобой. Все мое царство недостойно тебя, любезного Богу. Мне захотелось спросить Вениамина: помнишь ли ты меня и любишь ли так, как я люблю тебя? Поэтому я заставил братьев моих привести с собой и Вениамина. Я не верил словам их, что отец мой здоров и брат жив. Я думал, что из зависти они погубили и этого, младшего сына твоего возлюбленного Вениамина. Так как он единоутробный брат мой, то братья возненавидели его так же, как и меня. Я знаю, отец, что ты сильно скорбишь о нас. Я умножил печаль твою. Мне понятна эта печаль. Никого из нас не осталось с тобой. О, отец, недовольно ли с тебя и одного горя, которое говорило обо мне? Теперь к нему прибавилось еще другое. Я причина всех твоих страданий, потому что приказал привести сюда Вениамина. Этот мой поступок бессердечен. Так поступить заставил меня слух о тебе. Мне хотелось узнать, действительно ли жив ты, мой добрый отец. О, если бы кто дал мне возможность снова увидеть ангельский твой образ!» Так Иосиф тихо плакал в своей комнате. Затем он умыл лицо, чтобы не было заметно, что он плакал, и, удерживая себя от слез, вышел к братьям. Он приказал подавать обед себе, евреям и египтянам, каждым отдельно, ибо египтяне не могли есть вместе с евреями. Всякий пастух овец вызывал в египтянах чувство отвращения. Перед самым обедом Иосиф велел братьям садиться по старшинству, кто раньше рожден. При этом он стал называть их по именам, как бы гадая имеющейся в руках его серебряной чашей.
Он взял чашу в левую руку и, ударяя пальцем правой, извлекал звук. Ударив первый раз, он громко сказал стоящим перед ним: «Самому старшему брату имя Рувим, пусть сядет он первым». Ударив вторично, Иосиф сказал: «После него родился Симеон», и тоже велел сесть. Ударив снова, он приказал сесть третьему, и, называя дальше каждого по имени, он приказывал ему садиться по его возрасту. Этим чудом Иосиф нагнал на всех такой страх, что все подумали: этот человек действительно все знает. Желая уменьшить их страх, Иосиф поспешил послать им со стола своего кушанья, причем Вениамину послал в 5 раз больше, чем другим. Все ели, пили и вполне насытились. Иосиф приказал начальнику своего дома наполнить бесплатно пшеницей мешок каждого брата, причем в мешок Вениамина тайно вложил ту чашу, которой он, Иосиф, гадал, после же всего этого отпустить их. Утром братья радостно вышли из города. Они были еще недалеко, как их нагнал начальник Иосифова дома. Он угрожающе стал бранить их и называть ворами и недостойными оказанной чести, заплатившими за добро злом и укравшими чашу египетского господина, из которой тот пьет, и с помощью коей гадает. Братья сказали: «Если мы вторично принесли серебро, найденное у нас в мешках, то могли ли мы украсть чашу господина твоего? У кого из рабов твоих найдется чаша, тому смерть, и мы будем рабами господину нашему». Начальник изъявил согласие. «Пусть будет так, как вы говорите. Положите на землю мешки ваши, я поищу». Они спешно стащили со слов мешки свои. Начальник искал чашу, начиная со старшего и кончая младшим, и неожиданно для всех чаша нашлась в мешке Вениамина. Увидев это, братья разорвали на себе одежды. Каждый из них с угрозой поносил и Вениамина, и Рахиль. Иосиф хотел царствовать над нами и по заслугам был съеден зверями. С другой стороны, ты задумал украсть царскую чашу и привел это в исполнение. Не вы ли сыновья Рахили, которая похитила отцовские идолы и не признавалась в этом, сказав: «Я ничего не украла»?» Вениамин зарыдал и в слезах проговорил: «Сам Бог отца моего, взявший, как было ему угодно, из живых Рахиль и узнавший причину смерти брата моего, Бог, который утешает Иакова, горюющего о Рахиле и детях ее, и который видит теперь всех нас и познает сердца наши, сам Он знает, что я не воровал чаши, как говорите вы, и даже не думал об этом. Клянусь тем, что не увижу седин Иакова и не услышу голоса его. Клянусь всем этим, что я не украл чаши. Горе мне, Рахиль, что стало с твоими детьми. Иосиф, как говорят, съеден зверями, а я оказался вором на чужой стороне, и меня оставят здесь в рабство. Иосиф не нашел себе помощи в пустыне, когда звери поедали его. Так и я, мать моя, тщетно обращаюсь к братьям своим, и никто не верит мне, сыну твоему». Не зная, что ответить начальнику, братья взяли Вениамина и возвратились в город. Они пришли к Иосифу и пали пред ним на землю. Иосиф сердито сказал им: «Так-то вы отплачиваете за мое благодеяние. Разве затем я почтил вас, чтобы вы украли чашу мою, которой я гадаю? Не правду ли я говорил, что вы нечестные люди, а шпионы-соглядатые?» Иуда сказал на это: «Мы не знаем, что отвечать нашему господину, что говорить, чем оправдываться. Бог открыл грехи наши и зато наказывает нас. Поэтому все мы, господин наш, будем рабами твоими, и мы, и тот, у кого нашлась чаша». Иосиф отвечал: «Нет, я не поступлю так, как говоришь ты, ибо боюсь Бога. Тот юноша, у которого нашлась чаша, останется рабом, а вы в целости идите к отцу своему». Иуда же, подойдя к Иосифу, припал к ногам его и стал просить: «Господин, не прогневайся на меня, если я скажу тебе. Господин, ты спрашивал рабов твоих, есть ли у вас отец или брат. Мы ответили: у отца было 2 сына, которых он любил больше нас. Одного из них разорвал в горах зверь,
и отец до сих пор плачет о нем. Другого же сына отец постоянно держит при себе, и этот сын служит утешением ему в старости. По твоему приказанию, господин, мы привели к тебе младшего брата нашего. Теперь мы неожиданно провинились пред тобой. Я умоляю тебя, владыка, оставить меня рабом вместо отрока, чтобы только он мог возвратиться к отцу. Ведь я взял его на свои поруки, поэтому я не могу возвратиться домой. Я не хочу видеть горькой смерти отца нашего, который тотчас же умрет от безмерной печали, как только не увидит между нами младшего сына своего». Иосиф слышал эти жалостные слова и видел, что все стоят пред ним в смущении и страхе. Он также видел, как Вениамин в разорванной одежде и с плачем припал к ногам стоящих тут братьев, умоляя их, чтобы они просили за него Иосифа отпустить его вместе с ними. При виде всего этого Иосиф взволновался и не мог больше сдержать себя. Всем египтянам он приказал удалиться. Когда все вышли и остались одни только братья, Иосиф заплакал и на еврейском языке сказал им: «Я Иосиф, брат ваш. Жив ли еще отец мой?» Но братья не могли отвечать на слова Иосифа, ибо испугались его. Иосиф же сказал им: «Я Иосиф, брат ваш, которого продали вы в Египет. Я не был съеден зверями, как сказали вы отцу, но был продан вами измаильтянам. Я хватал тогда всех вас за ноги и умолял вас, но никто не помиловал меня. Теперь, братья мои, вы не печальтесь, не бойтесь и не тужите. Наоборот, вы должны радоваться, что я царствую. Подобно тому, как раньше вы сказали отцу, что я съеден в горах, теперь идите и с радостью скажите ему: жив сын твой Иосиф. Он сидит на царском престоле и держит скипетр египетского царства». Когда Иосиф говорил это, братья от страха и трепета стояли перед ним как мертвые и думали о том, как много сделали ему зла. Иосиф снова сказал им: «Теперь не бойтесь того, что продали меня. Бог послал меня сюда пред вами для сохранения вашей жизни, для того, чтобы я прокормил вас во время голода. Теперь второй голодный год на земле. Осталось еще 5 лет, в которые не будут ни пахать, ни сеять, ни жать. Не вы послали меня сюда, а Бог, который сделал меня отцом фараону, господином над всем домом его и князем всей египетской земли. Идите же скорей к отцу моему, расскажите ему все обо мне. Передайте ему также о славе моей и скорее приведите его сюда со всем домом. Здесь все вы будете сыты». После этих слов Иосиф пал на шею Вениамина и плакал от радости. Вениамин тоже плакал, обняв шею Иосифа. Потом Иосиф подошел к братьям и также стал целовать их. Он не сердился на них и, как незлобивый, по-прежнему любил их. До фараона и его приближенных дошел слух, что пришли к Иосифу братья его. Фараон приказал Иосифу перевести весь род свой в Египет, обещая дать самую лучшую землю. Иосиф одарил братьев богатыми подарками, золотом, серебром и красными одеждами, дал им колесницы, коней и ослов, на коих они могли бы со всем домом переправиться в Египет, и снабдил их при всем этом путевым запасом. Кроме того, Иосиф послал дорогие подарки и отцу своему, и радостно отпустил к нему братьев, сказав им: «Не ссорьтесь по дороге, но мирно идите скорей к отцу и скажите ему: сын твой Иосиф просил нас передать тебе следующее. Бог сделал меня господином над этой египетской землей, поэтому радуйся, отец, и приди сюда, чтобы я мог видеть ангельское лицо твое». Они быстро пошли, достигли ханаанской земли, рассказали отцу своему про Иосифа и передали ему слова его. Услышав имя Иосифа, Иаков вздохнул, прослезился и с печалью сказал: «Зачем вы смущаете душу мою? Не затем ли, чтобы я снова вспомнил о красоте милого сына моего Иосифа? Зачем вы хотите снова зажечь угашенную печаль души моей?»
Иаков не верил словам их. Тогда подошел к нему Вениамин, поцеловал колено его и сказал: «Эти слова — суть истинная правда». Причем показал отцу подарки и письма, присланные Иосифом. Иаков поверил этому и удивился. Дух его ожил. Он сказал: «Я счастлив. Жив еще сын мой Иосиф, и прежде чем умирать, я пойду и посмотрю на него». Иаков радостно и поспешно отправился в Египет к сыну своему Иосифу. Когда Иосиф услышал о приближении Иакова, запряг царскую колесницу и выехал встречать отца. Иаков увидел едущего Иосифа, и, несмотря на свою старость, слез с колесницы и пошел пешком навстречу ему. Иосиф тоже слез с колесницы и также отправился пешком, как сам, так и все вельможи его. Когда Иосиф приблизился к отцу своему, он опустил на землю имеющийся в руках его царский жезл, как бы не желая держать его. Потом, делая вид, что он преклоняется пред этим жезлом, он поклонился таким образом отцу своему Иакову и подал ему жезл. Это он сделал для того, чтобы египтяне не обиделись, что, будучи в царской багрянице, он поклонился Израилю. Иаков первым подошел к Иосифу, обнял шею его и долго рыдал на ней. Иосиф тоже плакал, обнимая и целуя седины отца. И сказал Иаков Иосифу: «Теперь я могу умереть, ибо увидел тебя, дитя мое». Со всевозможными почестями Иосиф ввел Иакова в царственный египетский город и представил его фараону. Иаков благословил фараона. Последний спросил его: «Сколько тебе лет?» Иаков отвечал: «Мне 130 лет. Эти лета мои малы и несчастны, и не достигли тех, сколько прожили отцы мои». Фараон велел Иосифу поселить отца его и братьев на лучшей земле. Прожив в египетской стране 17 лет, Иаков умер и присоединился к отцам своим. Иосиф припал к лицу отца, горько плакал о нем и целовал его. Умирая, Иаков завещал Иосифу не хоронить его в Египте, а снести останки его в землю ханаанскую и положить в гробницы отцов. Поэтому Иосиф сказал вельможам фараона: «Если вы ко мне благоволите, то ступайте и передайте фараону, что отец мой заклинал меня похоронить его в могиле, которую выкопал он в земле ханаанской. Теперь я хотел бы пойти похоронить отца моего и возвратиться обратно». Фараон разрешил это. Иосиф отправился в дорогу. С ним отправились все отроки фараона, старейшины дома его, все старейшины египетской земли, весь дом Иосифа, братья его и весь дом отца его, так что народу было очень много. Они пришли к месту Атат, которое находится по другую сторону реки Иордана. 7 дней они горько рыдали здесь по Иакове и погребли его в двойной пещере, приобретенной Авраамом для устройства гробниц. Похоронив отца, Иосиф с братьями своими и со всеми ходившими с ним возвратился в Египет. После погребения отца братья сказали друг другу: «Что, если Иосиф вспомнит нашу злобу и отплатит нам за все зло, которое причинили мы ему?» Они пришли к Иосифу и сказали: «Отец твой пред смертью завещал тебе: прости вину и грех братьев твоих, прости им, что они коварно поступили с тобой. Теперь мы сами просим тебя простить нас за зло, сделанное тебе». Иосиф плакал, когда говорили ему это. Братья же снова сказали ему: «Мы рабы твои, владыка». Иосиф ответил им: «Не бойтесь, братья, ибо я тоже боюсь Бога. Вы замышляли против меня зло, но Бог обратил его в добро. Итак, не бойтесь, я буду кормить и вас, и ваше семейство». Эти слова Иосифа были очень приятны сердцу братьев его, и они успокоились. Так Иосиф, братья его и весь дом отца его поселились в Египте. Иосиф прожил 110 лет.
Он видел детей не только у Ефрема, но и Махира, сына Манассии. Пред смертью Иосиф сказал братьям своим: «Я умираю, но когда Бог посетит вас и выведет из земли сей в землю, которую обещал отцам нашим, Аврааму, Исааку и Иакову, тогда вынесете с собою отсюда кости мои». Иосиф умер 110 лет. Его положили в раку в Египте. В заключении же всего мы прославляем изображенного Иосифом Господа нашего Иисуса Христа, со Отцом и Святым Духом славимого ныне и присно и во веки веков. Аминь.